Зло обязательно должно быть наказано. Примечательно, что в этом убеждены не только люди, но и дикие звери. Причем хищники готовы выжидать годами, когда наступит подходящий момент для мести. Герои этой истории уже успели забыть о своих злодеяниях. Вот только тот, кого они однажды обидели, о них очень хорошо помнил. Началась эта история в далеком 1998 году. Группа молодых и веселых студентов собралась отмечать успешную сдачу экзаменов на дачу к своему одногруппнику. Небольшой дом находился в старинной деревне, которая была окружена глухими лесами. После веселого застолья большинство студентов сели играть в карты, а два закадычных друга решили прогуляться по деревне, чтобы найти себе развлечение. С собой они взяли ружье, которое им доверил хозяин дома. Сначала парни стреляли по пустым бутылкам, а потом им захотелось порезвиться еще больше, и они решили направиться в лес. Молодые люди хотели подстрелить какую-нибудь птицу или зайца и принести добычу своим друзьям, чтобы похвастаться. За разговором два товарища не заметили, как оказались в самой чаще леса. Внезапно они услышали чье-то рычание. Повернувшись на звук, парни увидели неподалеку матерую волчицу. Животное скалило свою огромную пасть, в любую минуту оно могло разорвать парней на части, у одного из которых за плечами висело ружье. Быстро вскинув оружие, парень прицелился и дважды выстрелил. Первая пуля попала в ногу, вторая поразила хищника прямо в грудь. Волчица упала и заскулила. Парень подбежал к зверю и начал добивать его прикладом. Через несколько минут дикий зверь перестал подавать признаки жизни. Второй юноша, у которого не было ружья, стал искать на земле какую-нибудь палку на случай защиты от нового нападения. Но как только он поднял подходящую дубину, то увидел рядом с собой волчье логово, в котором прятались два подросших волчонка. После пережитого стресса молодой человек видел в каждом животном существе потенциальную опасность. Поэтому он размахнулся и стал наносить мощный удар по волчатам. Его напарник по уничтожению зверей поспешил его остановить, но было уже поздно. Один волчонок лежал с раздробленной головой, а у второго были перебиты передние лапы. Очнувшись от шока, студенты бросились бежать. Им удалось выйти на дорогу, и через несколько часов молодые люди были уже на даче. О случившемся они тогда никому ничего не рассказали. С того ужасного момента прошло долгих 10 лет. Уже взрослые мужчины вновь приехали к своему бывшему одногруппнику. На этот раз компания отмечала годовщину выпуска. Многие из них приехали отдохнуть сюда с женами и маленькими детьми, в том числе и эти два парня, которые когда-то убили здесь волчью семью. Торжество было в самом разгаре. Дети спокойно играли на детской площадке, а взрослые стояли неподалеку и обсуждали степень готовности шашлыка. Вдруг кто-то из детей сильно закричал. Родители тут же бросились на помощь и застыли как вкопанные. Рядом с детьми стояло 4 волков. Звери смотрели на беззащитных ребят и медленно сокращали дистанцию. Мужчина, который когда-то убил мать волчат, кинулся на волков голыми руками. Но его кто-то сбил с ног. Это был очень крупный волк. Хищник набросился на отверженного противника и за долю секунды перегрыз ему горло. Его лучший друг, добивавший 10 лет назад волчат, отчаянно закричал. Он не смог спасти своего товарища и теперь мог лишиться еще единственного ребенка. Было видно, что волк будто понял по взгляду человека, где стоит его ребенок. Он подошел к мальчику, при этом зверь двигался как-то неуклюже, словно лапы у него были сломаны. И тут мужчина понял, перед ним стоял тот самый волчонок, которого они когда-то не добили. Зверь приблизил свою пасть к лицу ребенка и повернул голову в сторону беззащитного отца. Он смотрел на человека свысока, словно был выше его на несколько голов. Волк лизнул ребенку лицо, развернулся и спокойно направился в лес. Остальные звери последовали за ним, так никого и не тронув. Дикие хищники бывают намного справедливее людей. Они четко знают, когда нужно остановиться, чтобы месть не превратилась в бессмысленную, кровавую расправу. Ведь дикий зверь имел все основания, чтобы загрызть маленького ребенка и его отца. Но он почему-то ограничился лишь тем человеком, который когда-то убил его мать.
Спасибо, дорогие зрители, что дослушали до конца. Делитесь своим мнением в комментариях, а также подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного.